Приветствую вас, друзья! Сегодня мы обсудим артефакты в игре, а также затронем ветку умений персонажа «Знание мира». Начнем с артефактов. В игре их 4 разновидности, и все они в распоряжении игрока обладают различными между собой свойствами. Первый на очереди – пружина. Находясь в контейнере, увеличивает скорость передвижения вашего персонажа. При приобретении умения «Пружина 2» артефакт также начинает увеличивать скорость перезарядки и смены оружия на 10%. При активации увеличивает скорость почти всех действий персонажа, за исключением приема медикаментов. Персонаж при активации начинает излучать синюю светящуюся ауру. Очень сильный и полезный артефакт. Одна из приоритетных целей – охота игроков. Следующий на очереди – мочалка. Находясь у вас в контейнере, дает защиту от аномалий и любой взрывчатки. При активации персонаж кидает артефакт в указанное вами место, подобно гранате, после чего артефакт взрывается, мгновенно нанося урон, и оставляет за собой токсичное облако, которое постепенно уменьшает здоровье игроков в его радиусе. Если кинуть в одно место несколько мочалок, то урон от них будет суммироваться. По умолчанию артефакт одноразовый, однако при приобретении умения Мочалка 2 артефакт уже можно использовать дважды. Артефакт весьма ситуативный, пригодится лишь вне перестрелок, для перекрытия проходов, точек захвата на исследовании, места закладки артефактов найти и уничтожить и тому подобные места. Вы вряд ли станете подбирать этот артефакт ради его пассивного эффекта, однако этот эффект может спасти вам жизнь. Следующим на очереди – Оникс. При активации ваш персонаж получает значительную защиту от любых источников урона и излучает ауру оранжевого цвета. Невероятно полезный и сильный артефакт. Является целью номер 1 для игроков, использующих артефакты, так как позволяет поднять защиту персонажа выше допустимой во время матча. При приобретении умения Оникс 2, Оникс также начинает защищать вашего персонажа от повышенного урона при попадании в голову. Ну и напоследок Живокост. Находясь в контейнере, увеличивает скорость регенерации вашего персонажа. При активации значительно повышает регенерацию здоровья персонажа, лечит кровотечение, а при взятом умении Живокост 2 сразу же после активации мгновенно восстанавливает персонажу 50 единиц здоровья и 50 единиц энергии. Персонаж при активации излучает зеленую ауру. Активный эффект можно легко предотвратить выстрелом или взрывчаткой. Эффект не прекращается, если получить урон от падения, аномалий или мочалки, так что свободно используйте его. С артефактами разобрались. Перейдем к обсуждению умений персонажа «Знание мира». Для максимальной эффективности артефактов требуется приобрести следующие умения: концентрация, усиление, сила артефактов, знание артефактов, энергия артефактов и все умения, усиливающие каждый отдельно взятый артефакт, о которых мы узнали ранее. Но рассмотрим также и остальные умения. Сопротивление. Не обязательно приобретение умения, которое лишь может дополнительно улучшить вашу слабую защиту от аномалий у экипировки. Нейтрализация. Ранее было отличным умением, улучшающим защиту от аномалий на 30% при имеющемся у вас артефакте в контейнере. Но после ветка умений была изменена. Под ударом оказалось и это умение, которое сейчас я считаю таким же полезным, как и сопротивление. Защита леса. Еще одно умение, которое претерпело изменения, став из достаточно сильного умения весьма посредственное, так как почти все аномалии разбираются дистанционно, а комплекты, с которыми могло бы умение работать, ныне весьма слабы сами по себе и требуют артефактов для их раскрытия. Ранее это умение давало защиту от попаданий и взрывчатки в 30% при полной прокачке. Аномальный взгляд. Не привносит каких-то значительных улучшений вашему персонажу, за исключением сомнительного улучшения видимости в аномалиях с артефактами и более полезного улучшения видимости в зоне детекта на вражеских респаунах, в режимах командного боя и исследования. Собиратель артефактов. Нацелен на получение большего количества серебра за матч. Полезно лишь игрокам с недостатком серебра. Однако серебро вы потратите на то, чтобы избавиться от этого умения, так что будьте с этим осторожны. Хранитель артефактов. На мой взгляд, невероятно сильное и ломающее баланс игры умение. Умение позволяет использовать игроку артефакт, не имея контейнера, и дающее возможность взять к вашему комплекту без контейнера любой рюкзак. Ограничение в 30 секунд показывает себя незначительно, если вы намерены использовать артефакт сразу же после его подбора. Экспериментатор. Умение, снимающее ограничения в использовании нескольких артефактов единовременно, за исключением мочалки, ее вы можете использовать когда угодно. Очень полезное умение для игроков, использующих комплекты с возможностью подбора 2 артефактов. Прощение леса. Как по мне, переоцененное умение, которое полезно лишь игрокам в комплекте со слабой защитой от аномалий. Если вас начали обстреливать при подборе артефакта, то, как по мне, пусть уж лучше вас заберет аномалия, чем этот игрок. Чувство леса. Умение, приносящее пользу всем игрокам.
Одним помогает искать артефакты для собственного использования, другим помогает не дать полезные артефакты противнику. А нередко и все вместе, так как на картах часто идет гонка по сбору пружин и особенно Оникс. Вот как выглядит мой личный билд. На этом на сегодня я заканчиваю. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Не забудьте поставить лайк под видео, оставить комментарий, если какие-то возникли вопросы. Или вы хотите меня где-то поправить. Ну а с вами был Минор. Всем счастливо!